Девы, привет! Я сделаю для вас ежедневный расклад-прогноз. С 21 июля до 31 июля мы посмотрим, что каждый день третьей декады июля принесет в вашу жизнь. Во время ежедневных прогнозов я делаю для вас такую диагностику энергетики дополнительно, что на вас, может быть, влияет, что наполняет энергетическое пространство вокруг вас. Помимо дел насущных, мы смотрим еще и энергетику. Не забывайте, пожалуйста, про свой знак асцендента. Определите, какой у вас знак асцендента. Он может отличаться от зодиакального знака. И два прогноза минимум всегда нужно смотреть на свой основной знак. Вы девы по солнцу, и знак асцендента может быть другим. Оба знака работают на вас. Начинаем. Знаете, лучше всегда видеть более полную картину, понимать, что на вас влияет. Мы многогранные, поэтому на нас влияет не только исключительно знак гороскопа, но и дополнительные другие факторы. 23 июля. Также, если что-то срезонирует, да, вы поймете, что хотите узнать что-то подробнее, или, может быть, свои вопросы у вас есть, вы мне лично можете всегда написать. Все контакты для связи я оставляю, и я всегда на связи с вами. Помните об этом, пожалуйста. И для полноты я беру такую двойную колоду, да, чтобы у нас наиболее полная картина была на все эти 11 дней. В третьей декаде июля у нас 11 дней смотрим. Для полноты картины иногда карты повторяются, перекликаются в этих колодах, поэтому такой расклад наиболее точный. И знаете, получая такую информацию, так и 31 июля, получая такую информацию, вы уже на страже, вы уже знаете, да, ожидаете чего-то, и вас это оберегает. Зная о чем-то, мы уже можем быть в безопасности отчасти. 21 июля. Змея. Змея и дом. Вот посмотрите, что в этот день с вами произойдет. Да? Змея — это вы. Это вы в такой включенный ум, включенный ваш опыт. Будете, может быть, решать какие-то вопросы, связанные с недвижимостью или с домом, да, с переездом, возможно. И вот вы максимально включенное такое состояние. Вы используете свои ресурсы информационные, может быть, связи с кем-то, может быть, свои навыки используйте для того, чтобы решить какие-то вопросы, связанные с домом, с жильем, с недвижимостью. Может быть, вам еще помощник, да, помощник может быть такой опытный. Змея — это умная, мудрая женщина, вот, возможно, такой помощник у вас есть, но больше это выходите вы. Это ваше такое состояние, когда вы очень максимально в своем разуме, да, и используете свой интеллект, свой ум для того, чтобы решить какие-то бытовые вопросы, возможно. Да, это может быть внутри дома решаться вопросы, семейные какие-то вопросы, может быть, потребуются, да, мудрое ваше решение. 22 июля. Дерево. Опять продолжается история с семьей и какое-то пресечение, да, может быть, прекращение общения с кем-то из родственников, может быть, заканчивается какой-то этап реабилитации, потому что дерево у нас еще и здоровье, то есть заканчивается какой-то процесс, да, связанный со здоровьем, так или иначе, негативный, позитивный. Вот, что-то связано с здоровьем. Здесь внедрение в тело идет еще. Коса — это режущий инструмент, это могут быть действительно операции какие-то в этот день. Вот, ничего плохого нет, здесь именно здоровье лечится, поэтому, скорее всего, все будет благополучно для вас в этот день. Вот, и решаете, очень требуется ваша ответственность включается, и острый разум, опять же, решить какие-то дела, связанные, может быть, с другими людьми, с какой-то структурой, в которую вы включены. Это как семья, как род, да, может быть, дерево, но также это может быть организация, на которую вы работаете, тоже она идет, сплоченность как семья, и там требуется вот ваш разум, то есть вы должны максимально ответственно отнестись и принять какое-то решение. 23 июля. Аист и ребенок. Аист у нас здесь аист, который в поиске ресурса для своей семьи или в поиске партнера. Аист готов к тому, чтобы заключить союз с кем-то или заключить отношения. И ребенок. Поиск ребенка, то есть может быть
решение какой-то задачи, связанной с развитием. Может быть, развитие отношений, развитие каких-то дел. Ищите поиск, да, у вас вот, может быть, учеба, здесь может быть ребенок, который у нас растет, и вы открываете для себя как новый мир, изучаете какие-то знания, продвигаетесь вперед, получаете результат, потому что ребенок это всегда, знаете, с широко открытыми глазами мы в себя впитываем, вбираем и берем ресурс по максимуму. Аист очень хорошая карта. Аист говорит про охрану вашего дома, безопасность вашего дома. И когда мы внутри своей семьи, внутри своих дел, мы навели порядок. И сейчас мы просто заняты тем, чтобы расширить свои полномочия, свои дела, получить что-то новое для своей семьи, для своих дел. Вот, Аист, это карта такая и стабильности, и в то же время и развития. 24 июля Солнце, благополучная, да, карта максимальная, Солнце встает, озарение, свет приходит в вашу жизнь, вы все понимаете, вы все знаете. И смотрите, и Солнце, и Медведь — это очень патриархальные карты, это карты покровительства, это карты напитки энергии, сила некая, да, как будто бы за вами стоит, вас оберегает. Это структуры, различный бизнес, структуры государственные или военные структуры, то есть вы подключены к какой-то структуре, вы зависите в какой-то степени от нее. Смотрите, какая подпитка идет, но она вас и защищает, и охраняет, и даже вот какое-то, может быть, улучшение здоровья, когда вы под покровительством какого-то человека находитесь или какой-то структуры. Эгрегор, да, у нас идет по медведю и тотемной наше животное может быть. Сила, которая за нашими плечами, по роду идущая вместе с нами, она дает нам защиту и подкрепляет нас. Главное, вот знайте, что у вас есть такая сила за плечами. 25 июля. Сердце — это у нас любовь. И совы. Совы — это разговоры в ночи. Совы — это такие темные разговоры, сплетни, и это просмотры. Если мы говорим про воздействие, вот посмотрите, кто-то на контакте, на связи с вами и может вас просматривать, узнавать информацию. Это делается и при помощи карт. Например, кто-то картишки на вас раскидывает. Или ясновидение. В любом случае вы не знаете, совы скрываются, да, в ночи. Кто-то ведет разговор о вас. Это не злые разговоры. По крайней мере, совы, они не говорят напрямую, что это вред какой-то для вас. Просто вы вами заинтересованы. Заинтересован человек, наверное, которому вы симпатичны, или который видит в вас что-то, какой-то потенциал. То есть вот каким намерением кто-то пытается узнать о вас какую-то информацию, здесь не ясно. Вот. Сердце говорит о том, что вы привлекательный человек, к вам привлекается внимание. Вот. Что хотят с этой информацией, которую о вас добывают, сделать, здесь не ясно. Это нужно уже лично смотреть вас. 26 июля. Метла. Метла — это у нас и чистка, и ссоры, и солнце, да, вычищается, посмотрите, да, вычищаются мысли, вычищается сознание, вы видите картину более ясно, вы видите все ситуации в своей жизни более четко. Метла — это решение каких-то проблем, ссор из избы, да, но стремитесь всегда не эмоционировать, не выплескивать эмоции. Вместе с выплескиванием эмоций вы теряете энергию, да, а вас, наоборот, хотят наполнить, хотят убрать из вашей жизни лишнее и наполнить вас энергией. Поэтому, возможно, какие-то провокации, как вам покажется в этот день, случаются. На самом деле это из лучших побуждений. Просто есть необходимость увидеть что-то, как-то реальную картину. Вы, возможно, видели ее под какой-то иллюзией. Вот вы сейчас начнете видеть ее реальную, да, как есть на самом деле. 27 июля. Всадник и якорь. Всадник — это у нас... это новости, это курьеры, которые привозят нам какую-то доставку. Это приехали в гости, например, приехали-уехали, вы в гости отправляетесь, к вам кто-то приезжает. Встреча с кем-то, кому вы привязаны, с кем у вас такая взаимная есть привязка. Это традиционные могут быть встречи, традиционная поездка куда-то, выехали, да, куда-то с визитом. Это сложившиеся какие-то отношения, сложившиеся какие-то обстоятельства. Вот. Или доставка, которая тоже связана, может быть, вы постоянно что-то заказываете, вам привозят на постоянной основе какие-то вещи.
Не забывайте, пожалуйста, в комментариях отписываться, как у вас проигрываются карты. Мне очень интересны ваши комментарии, поэтому пишите обязательно, что у вас произошло в указанные дни. 28 июля. Собака – это верность, это верность, это надежность, это искренность по отношению к вам. И собака-поводырь. Собака указывает вам, посмотрите на верную информацию. Раскрывает ваш друг, человек, который к вам дружелюбно настроен, раскрывает для вас очень важную информацию, которую вы сможете потом использовать. Очень день откровений, день такого на доверии, когда все происходит и происходит верно. 29 июля. Сад и дерево. Сад – это общественное место, это общественное мероприятие, это клуб по интересам, скажем так, общество по интересам. Оно может быть даже в интернет-пространстве, это социальные сети, место, где вы объединены с людьми чем-то общим, да. Посмотрите, и дерево. Дерево говорит о надежности, стабильности, о родовой структуре, о генетической даже структуре, ну, то же самое родовая, да, о вашем здоровье ментальном и физическом в большей степени. Дерево – это физическое здоровье. Вот, посмотрите, может быть, будете консультироваться или заниматься, вот какое-то мероприятие, да, вы посещаете, которое связано или с семьей, может быть, проработки какие-то по роду, или с вашим здоровьем, может быть, спортивные какие-то мероприятия, да, будете посещать, или связаны со здоровым образом жизни. В любом случае вам необходимо это присутствие этой энергии в вашей жизни, потому что здоровье у вас от природы крепкое, но, видите, нуждаетесь все-таки и в консультациях, в каких-то, в подсказках. Это место, где обмениваются опытом. Вот посещение такого места, узнаете, да, у других людей, как они достигли каких-то результатов, потому что вы можете даже перерасти эти результаты. 30 июля. Медведь – это надежность, стабильность, структура очень надежная, очень крепкая структура в вашей жизни. Лилии – это спонсорство, это у нас меценатство. Посмотрите, медведь, который вам помогает, да, это вложение в вас, как в инвестицию. Медведь, он всегда, если инвестирует по лилиям, то он инвестирует именно с желанием, чтобы вы выросли и принесли, не то чтобы доход, ему не доход нужен медведю, ему нужно видеть, как меценаты, они любят, когда дело растет, они вкладывают больше даже не для того, чтобы заработать, тут дело не в бизнесе, а в том, чтобы выросло что-то, то есть ресурс вложенный должен быть продуктивным. Медведь – это охранная система, медведь – это вы, это, опять же, первая карта, ваша сила, да, в вас. И посмотрите, поэтому здесь и вы можете оказывать такую спонсорскую поддержку, кого-то поддерживать и желать в кого-то вложиться и увидеть результат. Вот, поэтому здесь двоякая такая. И вас могут защищать, оберегать, но и требовать от вас какого-то... То есть медведь, он контролирует, да, он требует какого-то порядка, соблюдения правил. И вы также можете быть этим медведем. 31 июля. Крест и сердце. Любовь по судьбе, любовь по карме, да, кармическая отношения. Ну вот видите, может быть, да даже с этим медведем, с этой вот очень сильной, то есть человек, на стороне которого сила, на стороне которого власть, может быть любовь и привязанность к такому человеку, но она кармическая, видите, это не та искренняя любовь, которая действительно идет от сердца. Она идет от сердца, да, но это кармическая проработка. Карма — это всегда мы отдаем долги, мы учимся друг у друга. И всегда такие отношения, они указывают на то, что это проработка, когда проработаются эти отношения, когда вы научитесь друг у друга чему-то, когда отдадите друг другу, может быть, какие-то эмоции свои. Вот главное, научитесь, да, возьмете какой-то опыт. Эти отношения, вы продвинетесь дальше из них. То есть кармические отношения, мы всегда из них вырастаем практически. Это означает, что впереди у вас новая любовь, новая счастливая встреча, которая наполняет ваше сердце и дает вам такую опору под ногами, опору по жизни. Я вам искренне желаю, чтобы это произошло. Посмотрите, 2 раза вышел медведь, 2 раза вышло сердце, 2 раза вышло солнце. Это прекрасно.
Это как такое подтверждение этих позитивных карт, понимаете, и сердца, и надежная защита от медведя, и солнце, которое вас оберегает, обогревает и защищает. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни всегда над вашей головой светило солнце, всегда был защитник, или вы сами ощущали в себе эту силу, вам все нипочем, вы победите и вы возьмете свое всегда, потому что это ваше по праву, по сердцу, да, наполняйте себя любовью, наполняйте себя солнечным светом, и у вас все получится всегда, вы победитель. Благодарю вас за участие в раскладе, энергообмен наш здесь такой потрясающий, и буду рада увидеться с вами в будущем, впереди много интересного еще будет. Присоединяйтесь к каналу, лайкайте, не забывайте, комментируйте. Благодарю вас еще раз, пока-пока, увидимся.